14 стран, которые ООН отказывается признавать. Здравствуйте! Сегодня мы подготовили для вас увлекательное видео, в котором расскажем о 14 странах, которые по-прежнему не признаны Организацией Объединенных Наций. Уже слышали о таких? Если нет, то это будет отличная возможность познакомиться с этими уникальными государствами. Поехали! Первое. Сахарская Арабская Демократическая Республика находится на западе Африки и граничит с Марокко, Мавританией и Алжиром. Когда-то ее территории входили в состав Марокко и Мавритании, однако после ухода испанцев в 1975 году она заявила о своей независимости. Сахарская Арабская Демократическая Республика признана 84 государствами, входящими в ООН. Россия также признает право Западной Сахары на самоопределение. Население непризнанного государства 267 тысяч человек. Для того, чтобы ООН признала независимость САДа, необходимо провести референдум. Однако из-за оккупации значительных территорий вооруженными силами Марокко это пока не представляется возможным. Вторая. Турецкая Республика Северного Кипра. Кипр обрел независимость в 1960 году, перестав быть британской колонией. Основной проблемой острова является то, что он населен турками и греками, которые имеют исторические взаимные претензии друг к другу. Эти разногласия легли в основу череды восстаний и переворотов. В 1974 году турецкие войска взяли под свой контроль северную часть Кипра. В 1983 году Северный Кипр провозгласил независимость. Однако, за исключением Турции, этот суверенитет не признал никто. ООН не признает независимость Северного Кипра, ссылаясь на отсутствие законных оснований для такового. Кстати, аналогичную позицию занимает и Российская Федерация. Третье. Республика Южная Осетия. Находится на границе между Грузией и Россией. Республика заявила о своей независимости от Грузии в 1991 году, сразу после распада Советского Союза. Независимость республики признали Россия, Никарагуа, Науру, Сирия и Венесуэла. ООН не признает Южную Осетию в качестве независимого государства, поскольку Грузия находится под фактическим протекторатом США, которые имеют решающее влияние на международную организацию. Четвертое. Республика Абхазия. После распада Советского Союза начались жесткие притеснения Абхазии со стороны Грузии по политическим и националистическим мотивам. Нередко это приводило к открытым силовым столкновениям. В 1993 году в этот регион были введены миротворческие силы стран СНГ. В 1994 году Абхазия заявила о своей независимости. Суверенитет признали Россия, Никарагуа, Науру, Сирия и Венесуэла. Фактически у ООН нет никаких законных оснований не признавать независимую Абхазию. Однако и в этом случае влияние североамериканского гегемона не позволяет организации продвинуться в этом вопросе. Пятое. Приднестровская Молдавская Республика. Приднестровье заявило о независимости от Молдавии еще в 1990 году, то есть до распада СССР. Население республики составляет 475 тысяч человек. В основном это русские, исповедующие православие. Суверенитет Приднестровской Молдавской Республики признали Южная Осетия, Абхазия и Нагорно-Карабахская Республика. Кстати, о ней. Шестая. Нагорно-Карабахская Республика. Нагорный Карабах является частью Советской Республики Азербайджан. Проблема в том, что подавляющее население республики – армяне, что и послужило поводом для территориальных разногласий. Нагорный Карабах объявил о независимости в 1991 году, сразу после выхода Азербайджана из СССР. Это привело к кровопролитной войне. ООН не признает независимый статус республики. Суверенитет признали только Южная Осетия, Абхазия и Приднестровье. Седьмая. Китайская Республика Тайвань. Обрела независимость в 1911 году.
то есть еще до создания ООН и Лиги наций. Более того, Китайская Республика являлась одним из основателей ООН и даже имела статус члена Совета Безопасности этой организации. Если очень кратко, то после гражданской войны в Китае 1945-50 годов у Китайской Республики остался в основном остров Тайвань. А основная часть Китая сегодня называется Китайской Народной Республикой, КНР. И именно она признается ООН и подавляющим большинством стран. Суверенитет Тайваня признали 13 государств, среди которых Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тувалу, Эсватини и Ватикан. По ВВП на душу населения Тайвань находится на 18 месте с населением более чем в 23 миллиона человек. Вообще ситуация с Тайванем очень неоднозначна. Многие страны, официально не признающие Китайскую Республику, не только поддерживают с ней тесные политические, торговые и дипломатические отношения, но и активно используют этот регион в качестве рычага давления на Китайскую Народную Республику. В первую очередь это касается главного борца за мир во всем мире – США. 8. Государство Палестина. В настоящий момент Палестину признают 138 государств. Одним из первых независимость Палестины от Израиля признал СССР еще в 1988 году. Однако страны коллективного Запада, такие как США, Великобритания, Франция, Германия, не признают суверенитет Палестины и не позволяют оформить соответствующий статус в рамках ООН. Ну вот не хотят и все. 9. Республика Косово. Последствия агрессии стран НАТО против Югославии преследуют нас до сих пор. Косово входило в состав этой страны. Сербия не признает независимость этой территории, в то же время не имеет над ней контроля. В 2008 году Республика Косово заявила об отделении, и это решение поддержали 114 стран. Против признания независимости Косово выступают Испания, Кипр, Греция, Словакия, Болгария, Румыния, Китай и Россия. В основном это страны с территориальными проблемами, а также исконные защитники православного мира. 10. Республика Сомалиленд. А это последствия западного колониализма. Сомалиленд находится в северной части Африканского рога, там, где располагалась колония Британская Сомали. Правительство непризнанной республики считает свое государство правопреемником британского Сомали. Страна с населением в 3,5 миллиона человек с 1991 года не признана никем. Однако стратегически выгодное расположение республики в зоне сосредоточения морских торговых путей позволяет предположить, что в обозримом будущем интересы Сомалиленд могут оказаться под протекцией некоторых влиятельных государств. 11. Государство Азад, Джамму и Кашмир. Территория на границе Индии и Пакистана, заявившая о суверенитете в 1947 году. Однако мирового признания не последовало. Фактически находится под протекторатом Пакистана. Азад Кашмир и по сей день является источником нестабильности в регионе, регулярно провоцируя напряженность между Пакистаном и Индией. Население 4,5 миллиона человек. Статус Азад, Джамму и Кашмира должен определить референдум, однако Индия всячески препятствует его проведению, ссылаясь на уже имеющиеся решения местного совета. Таким образом, Индия блокирует признание независимости этой территории. 12. Южный Курдистан. Территория, также известная как Иракский Курдистан, заявила о своем суверенитете в 2017 году. Государство расположено на границе 3 стран – Ирана, Ирака и Турции, а также граничит с Сирией, что по большому счету и является причиной многих проблем. Юридически является автономным регионом Ирака с населением более 10 миллионов человек, преимущественно состоящим из курдов. Территория богата нефтью, что порождает дополнительные сложности. Фактически не подчиняется иракским властям.
а правопорядок поддерживается вооруженными силами Пешмерга. ООН не признает суверенитет Курдистана, поскольку результаты референдума 2017 года не были признаны Ираком, а также отменены властями Киркука. В регионе продолжаются боевые действия, по итогам которых, видимо, и будет определен статус Курдистана. 13. Федеративная республика Амбазония. И опять наследие колониального прошлого. Это страна в Африке, которую часто называют Южным Камеруном. Она располагается между Камеруном и Нигерией. Амбазония претендует на статус преемника бывшей британской мандатной территории Южного Камеруна. Амбазония заявила о независимости в 2017 году. Население составляет 3,5 миллиона человек. Амбазонию не признало ни одно государство. Более того, официальный Камерун рассматривает ее в качестве террористической организации. 14. Исламский Эмират Афганистан. Ох уж этот Афганистан! В XIX веке Афганистан превратился в буферное государство в рамках так называемой «большой игры» между Великобританией и Российской империей за сферы влияния в Центральной Азии. Время шло, страны менялись, но суть геополитики в регионе осталась прежней, а бедный Афганистан продолжает страдать. После провала демократизации Афганистана Соединенными Штатами Америки страна в 2021 году перешла под контроль Талибана, запрещенной террористической организации. В целом непонятно, что делать дальше, поскольку Афганистан признан ООН и мировым сообществом, однако Талибан вне закона. Вот и получается, что Афганистан, конечно же, есть, но его как бы и нет. Отказ ООН в признании вышеперечисленных стран имеет серьезные последствия. В первую очередь, это потеря международного статуса и возможности участия в принятии решений на мировом межгосударственном уровне. Это ограничивает доступ к международным фондам, международной помощи и инвестициям, затрудняя экономическое развитие непризнанных стран. Политическая изоляция, как правило, оказывает негативное влияние на безопасность и стабильность региона, приводя к бедности и ущемлению фундаментальных прав и свобод населения. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Если вам понравился материал, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.